Здравствуйте, вы на канале Денис Микрофона, и неделя эта по-настоящему страстная не только потому, что мы вспоминаем о страданиях Христовых, но потому что страшные события происходят, но практически даже не каждый день, а практически каждый час. Сегодня мы рассмотрим с вами несколько эпизодов, и очень важно, чтобы это увидели люди на Западе. Очень важно, чтобы они понимали, какая религиозная война, а это самая настоящая война, развязана внутри Украины. Вероятно, мало того реального фронта, нужен еще один, и кому-то это, к сожалению, выгодно. Потому важно все видео, которые выходят на канале, переводить на иностранные языки, делать субтитры, и я прошу вас присоединиться к сбору, все реквизиты в комментариях. Мы видим с вами Черновцы. Это произошло рядом с храмом, рядом с епархиальным управлением. Именно там был цинично избит епископ Ивано-Франковский Никита. Что такое? Раз, два, следующий, давай. Все трое идете? Ласка. Я тебе сейчас твой газлайк Звони полицию, звони сейчас. Звони давай. Отойди. Причем негодяй, он проехал мимо епископа на машине, потом вернулся, вышел и решил дать волю рукам. Пострадал не только епископ, пострадал один из иподьяконов. Приехала полиция на вызов, этот человек кричал, что он никого и ничего не боится, у него какие-то особые связи в службе безопасности Украины. Его даже не задерживали, и только уже после того, как один из народных депутатов послал запрос о разбирательстве в данном деле, полиция возбудила дело по статье хулиганства. Хотя какое-то хулиганство вы можете увидеть сами. Это циничное избиение архиерея Украинской Православной Церкви. И человек должен сполна получить свое наказание, ответить по закону. Человека этого опознали местные жители, и достаточно нетрудно его найти. Его зовут Горбань Ярослав Сергеевич, и я зашел в реестр, и там очень много данных о нем. И можно увидеть, что на него практически каждый месяц возбуждают какие-то административные дела. Но, по крайней мере, те, которые я видел, все в Черновцах. Те, которые я видел, что он постоянно управляет своим транспортным средством, не имея на то никаких прав, не имея водительского удостоверения, как минимум, с собой. Но, как видим, дальше продолжает ездить, дебоширить, нападать на служителей церкви. И уж точно для общества этот человек представляет опасность и должен ответить по закону. Давайте же увидим, это правовая страна или нет, мы живем с вами в правовом государстве или нет, и будет ли наказан самый настоящий преступник. Это, к сожалению, не все. Это было в Черновцах с епископом Никитой. Вот что мы видели с вами под собором в Кам'янці-Подольському, где страсти накаляются. Там, в Україні нас тут не правлять білоруси. І так само, блядь, русські, блядь, наша Україна, блядь. І все, розійшлися мир. Блядь, я вам отвечаю, зараз камінь за камінь. Вас, блядь, тут ніхуя не останеться. Якщо ви не розділяєте, так показуй, блядь, куди хочеш. Поняв? Все, давайте, блядь, розійшлися. Блядь, ви хочете побачити, як, блядь, происходить? Україна! Давайте покажемо, де вони повинні бути! Не пиздиш, не пиздиш. Що робиться? Не поліція! Все, ми стоїмо! Ребята, ми стоїмо! Що таке? Що таке? Заспокаюйте! Роздер трохи є. Обробити вічим. Чия шапка? Мой. А ну, Чекай, очі нормально. Йди ці порези, слухай, оброби, бо непонятно, де він був. ми не тестуємо, просто стоїмо. Простите за нецензурную лексику, из песни слов не выбросишь. Это то, как общался данный человек. Как оказалось, он уже был судим за педофилию. То есть, вероятно, такой высокоморальный сторонник ПЦУ, который пришел отвоевывать собор. И мы видели с вами его поведение, затеянную им драку. Пострадал как минимум один из прихожан. Вы можете его увидеть. Как раз ему в лицо вцепился педофил, который пришел отжимать храму Украинской Православной Церкви. Этот человек был осужден, отбывал наказание.
было четкое решение суда с очень понятной статьей, с которой не очень любят встречать заключенных в местах лишения свободы, так что мы смело можем сказать, за что он был осужден. Этот молодой человек пострадал за веру, этот молодой человек пострадал за правду, за то, что он стоит на страже собора Украинской Православной Церкви. И как вы понимаете, почему-то стараются этого не замечать. Это не покажет Пятый канал, об этом не расскажут какие-то СМИ, потому очень важно это доносить до людей, очень важно рассказывать правду. В Лавре тоже неспокойно, и, похоже, уже использовали школьников, использовали студентов, использовали каких-то непонятных сатанистов. Эти люди открыто говорили о своем исповедании веры, о том, в кого они верят и кому они служат. Но похоже, что настала очередь людей или с психическими заболіваннями, или з серйозною наркотичною зависимостью. Бачите, активісти підійшли до представника ОПЦМП, який щось вантажив. Скажіть, будь ласка, то куди вивозять ці речі? Пішли за вербою, що ви тут стоїте? Будь ласка, все, давайте без цих... Одно. Скажіть, будь ласка, куди вивозите? А скажите, пожалуйста, это уже глумление над флагом или еще нет? Или где-то на грани? И как вообще оценивать такое поведение? И все это транслировалось в прямом эфире Пятого канала. Как вам, нормально? Вы действительно считаете, что это журналистика, это нужно показывать поведение человека, который абсолютно неадекватен, которому, возможно, нужна срочная медицинская помощь, действия которого должны получить определенную характеристику и, возможно, даже определенную реакцию правоохранительных органов. И мы видим с вами, что она там не одна, эта барышня, потому что она опять попадется на камеру Пятого канала, у нее решат взять интервью. Оно достаточно большое, я не буду вас утомлять, но покажу вам лишь фрагмент, где будет все понятно. Хоч хтось нас вміє почути. До речі, вітання всім глядачам П'ятого каналу. Долучаємо нових сусідів, усіх, хто з вами поруч. Для чого вам гучномовець і що тут будете сьогодні робити? Прошу, так, щоб він не промок, бо це є дуже важлива для мого серця річ. Це, ну, скажімо, дуже цікавий інструмент, як ніколи актуальний. Мене добре чутно, так? Спитайте там підписники. Всі мене чують. Дуже вам вдячна, вітаю. Я сюди прийшла привітати всіх підписників, кожного журналіста, хто би хотів зі мною поспілкуватися, хто я є. Можна, да, познайомитися? Да, видели уже, познакомились. И, к сожалению, таких вот людей цинично используют организаторы нападок на Киево-Печерскую лавру. К сожалению, и больные, и наркоманы, и педофилы, и преступники все становятся орудием в их руках. И мы видим, что ситуация невероятно накаляется. Пошли избиения, пошли нападки, пошла невероятная агрессия. Мы видим с вами, что в ряде других городов тоже готовятся нападения, подделываются какие-то документы, принимаются решения, которые местные советы не имеют права принимать, пытаются в срочном порядке переписывать какие-то законы. Мы катимся в какую-то пропасть беззакония. Это, безусловно, нужно остановить. Я думаю, что как раз вот западные страны, люди, представители, те люди, которые могут возвысить свой голос за Украинскую Православную Церковь, они могут внести свои две лепты. Для этого нужно доносить информацию, для этого нужно говорить, для этого нужно пробивать тот информационный вакуум, который создается, нужно выходить за рамки того марафона и показывать каждому, что на самом деле происходит у нас. Я благодарен каждому за поддержку. Будем стоять на страже нашей церкви, будем стоять на страже правды и доносить то, что происходит. Спасибо вам, подписывайтесь на канал Денис у микрофона, поделитесь ссылками со всеми, с кем вы только можете. И до скорой встречи.